Иногда хочется чего-то необычного и очень вкусного, и так, чтобы было похоже на магазинные изделия. Всем привет! Сегодня приготовим очень необычный, вкусный шоколадно-банановый десерт. Берем сливки с жирностью не менее 33%, хорошо их взбалтываем и отправляем в глубокую тарелку. Такое маленькое напоминание. Сливки перед тем нужно будет установить в холодильник минимум на 3 часа, но лучше, если они будут стоять в холодильнике всю ночь. В тарелку к сливкам нужно будет добавить 2 столовые ложки сахарной пудры и буквально 1/3 чайной ложки лимонной кислоты. Затем берем миксер и вначале на маленьких оборотах, а потом увеличиваем все до максимальных, взбиваем все до устойчивых пиков. Эта процедура у меня заняла примерно 3 минуты. Ну и вот посмотрите, примерно как-то так у вас должно будет все получиться. Затем берем разделочную доску, застеленную пищевой пленкой, и любые печенья к чаю, но обязательно, чтобы они у вас были кофейные или шоколадные. Эти печенья нужно будет выложить в 3 ряда, как показано на видео. Это будет первый слой. Затем берем чашку кофе, кисточку и очень хорошо первый слой промакиваем в кофе. Смотрите, кофе можно будет заменить любым вином, либо же коньяком. Дальше на первый слой добавляем примерно 3 столовые ложки крема, который мы готовили раньше, и стараемся его красиво, аккуратно, равномерным слоем разровнять полностью по всей площади печенья. В этой процедуре спешить не нужно, самое главное, чтобы печенье у вас держали ровную прямоугольную форму, чтобы они вам не поразлазились. Затем я взял небольшое количество шариков кондитерского шоколада и равномерно распределяю эти шарики шоколада по первому слою. Дальше по центру нужно будет уложить 2 небольших банана. Далее берем печенье и по обе стороны от бананов раскладываем еще один слой из печенья. Наверх из этого печенья нужно будет нанести еще слой крема. Также этот слой посыпаем шариками из шоколада. Если вы не найдете такие шарики из шоколада, можно взять обыкновенный шоколад и натереть его на крупной терке. Далее, друзья, не спеша и аккуратно стараемся поднять крайние слои из печенья таким образом к центру вокруг бананов, чтобы у вас получился треугольник. Вначале, конечно, треугольник не получится, получится у вас что-то в виде прямоугольника, потому что в центр, на верхушку, на бананы нам нужно будет еще добавить крем. Так сказать, заполнить пустое пространство. Ну а затем все же стараемся соединить верхушки печенья друг к другу, так, чтобы у вас получился более-менее треугольной формы у вас будущий тортик. Затем остатками крема, который у вас остался в тарелке, нужно будет постараться покрыть полностью всю поверхность открытого печенья, таким образом, чтобы ваш тортик стал белым. Смотрите, украшивать сегодня я буду банально. Можно было взять те шарики, которые были из шоколада, просто посыпать верхушку, они бы хорошо приклеились на крем и было бы тоже красиво. Но я их взял, растопил в микроволновке и просто вот таким вот образом сверху полил шоколадом. Дальше этот тортик мы отправляем минимум на 3 часа в холодильник, лишь для того, чтобы он хорошо пропитался. Ну а по итогу, друзья, вот такая вот необычная красота и вкуснота у нас получилась. Тортик оказался хорошо пропитанным, мягким, хорошо разрезается, ничего нигде не разваливается. Вкус у этого тортика получился очень необычный, не слишком сладкий, но с долькой кислинки, а в сочетании с бананом и шоколадом получилось просто обалденно вкусно. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Вот такой вот необычный, простой, но очень вкусный десерт получился. Если вам понравился ролик, обязательно поделитесь им с друзьями, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, посмотрите еще очень хорошие вкусные десерты у меня на канале. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!